Всем привет! Меня зовут Артем, и вы на канале Коптим вместе. Сегодня, друзья мои, будет необычный выпуск. Почему? Да потому что я не так давно проводил опрос в своих социальных сетях на предмет того, что стоит ли ввести на канал новую рубрику такой домашней простой еды. И меня поддержало большое количество человек, чему я несказанно рад. Поэтому я сегодня снимаю свой первый домашний видеоматериал. И снимать я его буду у себя на обычной простой бытовой кухне, какая есть у всех. Поэтому эти рецепты вы сможете повторить и у себя дома. Кстати, готовить буду не только дома, но и на природе. Но это все увидите дальше. Сегодняшний ролик я решил посвятить вкуснейшему, простейшему и, самое главное, сезонному блюду – это окрошка. Я ее хочу приготовить именно по тому рецепту, который знаю с детства. Да, именно с детства меня научили готовить такую окрошку. Вот я и хочу вам этот рецепт передать. Что нам для этого потребуется? Так это самые простые ингредиенты. Это соль, яйца, колбаса, редиска, огурцы, кефир и квас. Квас домашний у меня. Зеленый лук и укроп. Ничего сложного и ничего замороченного здесь нет. А перед началом нашего выпуска я прошу вас поддержать канал пальчиком вверх и подписаться еще на наши площадки, которые располагаются в Яндекс.Дзене, в Телеграме и группе ВКонтакте. Ссылочки будут под этим видео. Итак, мы начинаем. Начинаю я с нарезки, возьмем, к примеру, колбасу. Нарезаю всю колбаску на квадратики, прямоугольнички. Кто захочет, может на треугольнички, на вкус это никак не повлияет. Вы знаете, решил начать эту такую рубрику новую с простого рецепта. Именно с самого, что ни на есть, наипростейшего. Возможно, мы так и будем все время готовить именно простые блюда. Потому что в коптильне, которая далеко не у всех есть, и блюдо получается куда сложнее. Нарезал первую часть и отправляю в кастрюлю. Сразу буду в кастрюлю все. Колбаса в кастрюле. Теперь нарежу редиски. Куда ж без нее, без красавицы. С редиской я справился. Теперь пришло время нарезать огурцы. Кстати, огурцы я предварительно почищу. Отрезаем хвостики в стороночку и чистим аккуратненько их. Один огурец очистил. Пока порежу его, посмотрю. Возможно, будет достаточно для этого количества других ингредиентов, чтобы огурец не перетягивал на себя весь вкус. Режем элементарно. Сначала напополам, затем на полоски. И делаем аккуратный, по мере его возможности, кубик. В это блюдо непосредственно лично я кладу крупные, довольно-таки крупные куски. Неважно, то колбаса, то ли там огурец, то ли редиска и так далее. Потому что я хочу, чтобы каждый ингредиент чувствовался на зубок, как говорится, да? Вы же можете делать, как вам удобно. Причем я раз был в гостях, и мне подали на стол это чудесное блюдо, да? И оно было, вы знаете, мне неприятно, оно удивило. Почему? Да потому что оно было потерто на терке. И получился, какой-то, знаете, какая-то каша, залитая квасом. Простите, но мне показалось именно так. Кстати, пользуясь случаем, хочу еще передать привет, такой дружеский привет Дмитрию Литвину. Он сейчас проживает в Белоруссии, смотрит, поддерживает канал, поэтому хочется передать ему большой привет. Дим, привет тебе и большой привет твоей семье. Самое главное, не болейте, будьте счастливы. И не забывай, пиши, звони, я всегда на связи. Ладненько, пока тут болтал, огурцы уже все нарезал. Отправляю их в кастрюлю. И посмотрю сейчас, хватит мне их или же добавить еще. Огурцов, на мой взгляд, достаточно. Пришло время нарезать яйца.
берем и нарезаем. Также стараемся крупным кубиком. Все, теперь я их отправляю в кастрюлю. Я добавил на эту всю массу 4 яйца, и этого более чем достаточно. Кстати, кастрюля у меня 3-литровая. Теперь пришло время нарубить нашу зеленушку, укропчик и петрушку. Лето, зелень, нужно кушать, набираться витаминов. Меленько-меленько ее нарезаю. Ох, аромат сразу прекрасный. Я думаю, данного количества более чем достаточно. И возьмем, наверное, вот таких 2 пучка лучка и просто их меленько нарежем. Все ингредиенты в кастрюле, и теперь пришло время посолить. Солить будем на глазок. Кто сколько любит, как говорится, по вкусу. Здесь у нас не будет, как в копчении, строгой рецептуры. Возьмем 10 грамм того, 10 того. Здесь именно такая простая, незамысловатая кухня. Теперь наша задача все это дело перемешать. Все перемешал, и теперь добавляю 50 на 50 ингредиенты в виде кваса и кефира. Кваса я решил добавить немного больше. Получится, так сказать, больше жижки, бульона, как его можно назвать. Так вкуснее, поверьте мне. Все, и теперь наша задача все тщательно перемешать. Ух, какая красота! Самую малость еще досолю, прям мизерную щепотку. Затем подготовлюсь к дегустации. Я за кадром сварил картошечку. Что же еще лучше может быть, чем окрошка и картошка? Ну, накрою на стол и продегустирую. Что, друзья, наконец-таки я подготовился к дегустации. Остались финальные штрихи, так сказать, моменты. Нальем домашненького. Многие уже пробовали, многие знают, что это за напиток. Потрясающий. Зерновой. Чистый мед. Ну что, друзья, в первую очередь хочу поднять эту рюмочку, этот тост за вас, за моих друзей по ту сторону экрана. И пожелать вам, самое главное, это чистого и мирного неба над головой, здоровья, благополучия, и пусть будет радость в ваших семьях. Я думаю, что вот такой материал вам придется по душе, понравится, и это несложно повторить, еще раз повторюсь, в каждом доме, в каждой семье. Поэтому за вас, будьте счастливы, ну а я приступаю к дегустации. Фу, красотень. Ну, попробую, что намесил. Это бесподобно. С горячей картошечкой. Ну, просто красота. Ребят, это действительно вкусно. Я это блюдо уже ем не в первый раз. И оно всегда меня радует, как в первый. Поэтому обязательно попробуйте, приготовьте. Я уверяю, вам все понравится. А также не забывайте поддержать нас, если же, конечно, видео вам понравилось, подпиской. Поставьте пальчики вверх. Пишите комментарии, задавайте вопросы любые, а также поддержите нас, пожалуйста, подпиской на наших страницах в Телеграме, ВКонтакте,
в Инстаграме, но он практически не работает, и на Яндекс.Дзене. YouTube могут закрыть, поэтому, чтобы нам друг друга не растерять, подписывайтесь и будем там вместе. Всем большое спасибо за просмотр, всем пока и до новых вкусных встреч, не только копченых, а простых домашних рецептов.